Рано утром мы прилетели из Еревана в Рим. Вечный город прекрасный. Мы здесь уже были 2 года тому назад. Решили дать ему второй шанс, потому что в первый раз мы его как-то не сильно прочувствовали. Все казалось какой-то нереалистичной картинкой, как в сказке. Сегодня, по-моему, у нас все по-другому. Ночной перелет дал о себе знать. Мы очень сильно устали. Сначала скитались со своими вещами, оставили их в камере хранения, гуляли. Потом, когда смогли оставить вещи в квартире еще немного, прогулялись, отдохнули в квартире. И вот сейчас вечером, после того, как спала жара, с новыми силами идем гулять по Риму. Мы хотели зайти в церковь, где висят картины Караваджо, но, к сожалению, она закрыта до 31 августа. Очень жаль, очень хотели посмотреть. В этих фонтанчиках везде по Риму можно пить воду. Вот видите, даже полицейские набирают себе попить. Уже вечер, а у нас за сегодня не съедена ни одна паста, не выпит ни один апероль. Мы, конечно, съели сегодня на обед римскую пиццу с просекко, но нужно наверстывать упущенное по другой итальянской пище и напиткам. А вот такая очередь простирается к зеркалу, с которым можно сфотографироваться, где в отражении будет виден прекрасный потолок. 2 года назад, хочу отметить, никого не было, вообще никто не хотел сфотографироваться, и мы даже не знали, что это за место. Мы подошли, посмотрели в зеркало и ушли. Называется церковь Сант-Иньяцио. Просто обратите внимание, как нарисовано. Все как будто 3D-эффект. Все такое объемное. Дошли до пьяцци Навонна, которая, к сожалению, тоже сейчас находится на реставрации. Так. Сейчас проверим, как тут ремонт продвигается фонтана. Что-то не торопится. Фонтан Треви был сейчас просто огромным стрессом. Я не знала, то ли мне на фонтан смотреть, то ли сумку свою держать. В таком большом скоплении людей мне всегда кажется, что у меня сейчас украдут кошелек. Самое старое кафе Рима, Грека, тоже закрыто на летние каникулы до сентября. Здесь любил сидеть Николай Васильевич Гоголь. Чао, ragazzi, buongiorno из Рима с нашего балкона. Такой красивый вид вокруг открывается. Живем в достаточно таком спальном районе Рима, где живут сами местные. Нам очень тут нравится. Прекрасная квартира, в которой есть все. Она очень большая. Позже, если будет время, я сниму на нее обзор и оставлю ссылку в описании. Хозяин квартиры тоже изумительный. У нас вот здесь есть стол со стульчиками, чтобы можно было вечерний закат встретить. Вид на соседние дома такие милые. У многих зелень растет на балкончиках. Прелесть. Так выглядят почтовые ящики в Риме. Не просто по номерам, как у нас, а везде имя, фамилии написаны. Сегодня мы решили постараться не убивать наши ноги. Хотим купить проездной в метро на 2 дня и по большей части передвигаться либо на автобусе, либо на метро. Город большой, а ноги у нас одни. Мы приехали к Вилле Боргезе, немного прошли, зашли вовнутрь. Здесь такой симпатичный пруд с лебедями. Можно арендовать лодочку, покататься. За человека
20 минут стоит 5 евро. Но сегодня очень жарко, мы боимся, что мы под открытым солнцем там просто сваримся. Поэтому решили не плавать. Идем дальше смотреть красоту. В галерее собрана коллекция одних из самых известных произведений искусства Рафаэля, Караваджо, Бернини, Тициана. Эта территория вилла Боргезе, и, я так понимаю, здесь не только вилла Боргезе, другие виллы тоже есть. Она просто огромная. Закладывать сюда нужно достаточно большое времени, чтобы все обойти, посмотреть. Раньше итальянцы очень боялись перекрестков и вешали на них мини-алтари, чтобы отпугивать злых духов. Ну а сейчас мы пришли в еще один популярный оживленный район Траставере. Здесь очень много ресторанчиков, баров. Вечером здесь кипит ночная жизнь. Мы пришли сюда перекусить. В прошлый раз мы кушали в этом ресторанчике Тонарелло. Вот здесь мы долго стояли в очереди. Паста карбонара. А у меня паста с песто и пармезанчиком. Зашли в местный итальянский магазин. Сейчас чуть-чуть покажу, сколько прошутто. Мне нравится в Европе, так у них есть вот такие салаты. Вполне себе недорого, где ты можешь какой-нибудь тунец еще купить, добавить, и будет полезный питательный салат белковый. А всякие прошутто, мортаделло заказывали. Выбор макарон, пасты в этом магазине, конечно, не богатый. Не очень много. О, вот это я люблю. Всякие вкусные мороженки. Магнум, Киндер Буэно. Так, у нас рубрика распаковка чек из супермаркета Рима. Так, взяли мы водичку питьевую обычную. Кукурузку для салата. Тунец, это тоже для салата. Прошутто. Мортаделло. Так, листья салата. Моцареллки маленькие. Черри. Евро 36 черри вышло. Йогуртики с фисташкой, а это с фисташковым круассаном. Арбузик. Кило арбуза, евро 48. Небюджетный фрукт для групп. И просекко. Смотрели по отзывам. Нашли самый большой 4,0. Будем тестировать. Пакеты, кстати, в супермаркетах у них биоразлагаемые. Поэтому лучше берите, конечно, свои авоськи. Так, и чек. У нас на все про все вышло 24,95. Короче, 2500, если на 100 умножать. Так. Мы
Вышли на вечернюю прогулку, приехали на метро, и здесь начался дождь. Чуть-чуть спрятались, но даже дождливый Рим, он прекрасен. Дождь застал нас врасплох. Мы чуть-чуть переждали на остановке, так называемой. И сейчас поднимаемся к Капитолийскому холму. По ступеням. Здесь есть рядом лестница. Там, мне кажется, сложнее идти. Здесь более-менее. Блин, это такая красота. Я помню, что в прошлый наш сюда приезд очень сильно впечатлило меня это место. Монументально. Очень красиво. Глаза просто не верят этой сказке. Еще хотела сказать, что в Риме, с одной стороны, тяжело снимать влог, с другой, наоборот, легко. Почему легко? Тебе как будто всегда есть что показать. Ты просто включаешь камеру, ты можешь все показывать вокруг. Город настолько прекрасен. А тяжело, потому что ты хочешь глазами наслаждаться этой красотой. И тебе не хочется просто доставать телефон. Забыла сказать, что эту лестницу, по которой только что поднимались, спроектировал сам Микеланджело. Можете себе это представить? Восхитительно. Так красиво. После дождя еще такой свет падает. Ждем красивый закатик. Муж видеоблогера. Помогает тоже снимать видюшки. Как же это красиво. Много где можно встретить эту надпись «СПКР» в Риме. На всяких табличках, на ливневых крышках. Означает «Сенат и народ Рима». Ух, этот свет! А это памятник волчице, которая вскормила двух братьев – Ремула и Рома. Ром впоследствии убил своего брата Ремула, и в честь него, в честь Рома, назвали город Рим. Футбольные болельщики мне тоже тут подсказывают, что эта волчица изображена на гербе футбольного клуба Ромы. Впереди показалась самая известная достопримечательность Рима, Его Величество Колизей. Кстати, «Гладиатор» – один из, наверное, моих самых любимых фильмов. Тоже? Он оставил такое неизгладимое впечатление. Всегда была мечта побывать рядом с Колизеем. Да, первый приезд сюда мы, конечно, просто были в восторге и в шоке. Мама, мы в Риме, возле Колизея. Кто-то сидит с таким красивым видом в ресторанах с рейтингом 2,7. Вот это 3,3. Зато напротив Колизея. Доброе утро от нас в Риме. У нас сегодня самодельный завтрак. Скрэмбл, кукурузка, помидорки, бутрики с сыром Филадельфия, мортаделлой и кофе в дрипах, который мы привезли с собой из России. Мы направляемся к еще одной известной достопримечательности, так называемой государству Ватикан.
хотим посетить собор Святого Петра. Сегодня среда, по средам у Папы Римского аудиенция. Надеюсь, нас пропустят посмотреть собор. Может быть, даже увидим папу. Видимо, это было фатальной ошибкой прийти в собор Святого Петра в день аудиенции папы. Если хотите посмотреть на папу, приходите в среду. Если собор, то лучше в любой другой день. Смотрите расписание и желательно пораньше, с утра, пока нет толп туристов. Валера отправил меня постоять в теньке, чтобы моя черная голова не сгорела. Наверное, будем друг друга менять. Приходить охлаждаться сюда в тенечек. Вот, и обязательно берите с собой пустую тару, бутылочки для того, чтобы набирать воду. Здесь есть фонтанчики, где фонари. С полной бутылкой воды вас, скорее всего, сюда не пустят. Мы видели, как на входе отбирают воду, а вот пустую нам оставили разрешение. Скорее всего, как только аудиенция закончится, начнут запускать в собор. Вот я вижу, как папу уже на коляске везли. Папа-то, оказывается, достаточно старый, ему уже 87 лет, и он из Аргентины. Мы зашли в один итальянский ресторанчик неподалеку от Ватикана. Называется Виторио. Я заказала себе лазанью алла болоньезе, брускетту с томатами и базиликом. Она так потрясающе пахнет. Валера заказал себе ризотто. И из напитков взяли себе лимончелло шприц и апероль шприц. Нам принесли наши основные блюда. Лазанью, ризотто, и всегда подают хлеб к еде. То есть даже если вы не заказывали его вам принесут. Бончорно. Чек вышел на 39 евро. По меркам Рима, Европы это в целом немного. И в каждом чеке всегда во всех ресторанах берут за обслуживание. Вот здесь сервизио 2 евро. Сейчас мы приехали в сад Венецианского дворца. В 1922 году Муссолини сделал это место штаб-квартирой фашистов. Вот такое прекрасное место хранит такие ужасные тайны. Нам так жарко, что мы сейчас готовы просто в этот фонтан залезть. Попугайчики прилетели тут водички попить из фонтана. Мне кажется, самое потрясающее в Риме — это находить такие уединенные дворики красивые. Валера пытался зайти туда, вот где стоит мужчина. Там стоят крутые машины, и его оттуда быстро прогнали. Этот мужчина все надеется и ждет, когда мы уйдем отсюда. Не дай бог, мы Феррари угоним.
такой контраст. Возле магазина Dior продавцы жарят каштаны. А вот и улица бутиков. Тоже очень много людей там сейчас. Самый первый Макдональдс, открытый в Риме, рядом с площадью Испании. Где еще в Макдональдсе можно увидеть статуи, мозаики. Мне кажется, больше нигде. Этот Макдональдс был открыт 20 марта 1986 года. За 3 дня в Риме не съедено ни одного джелато. Пора, мне кажется, уже это исправлять. Первое джелато в Риме. Я взяла себе вкус лимон, тирамису и фисташка. Вот так вы будете выглядеть, если возьмете мороженое в рожке, которое у вас будет течь. Какие у тебя вкусы? Киткат и фисташка. Вкусно? А это мое мороженое. Я взяла в стаканчике. Говорят, что в замочную скважину этой двери можно увидеть 3 государства: Италию, Ватикан и Мальту. Все смотрят через замочную скважину. Вот такая очередь, несмотря на то, что уже почти стемнело. Все стоят и ждут, когда им удастся посмотреть в глазок. В свой последний вечер в Риме мы пришли поужинать в ресторанчик, который находится рядом с нашим домом. Здесь вокруг, по-моему, только итальянцы сидят. Принесли вот такую буррату с овощами. Пьем пино гриджио и ждем еще основные блюда пасты. Очень здесь приятный персонал, такая домашняя обстановка. Очень нравится. Последний день мы никак не могли обойтись без еще одной известной достопримечательности Рима. Мы пришли в Пантеон посмотреть на это произведение искусства. Пантеон был построен в 120-х годах нашей эры, то есть ему почти 2000 лет. Он сохранился и выглядит так, как будто его вот совсем недавно построили. Дырки в полу, через которые уходит дождевая вода, которая попадает сюда из купола. А это могила Рафаэля.